Приветствую вас на канале. Вот к нам приехал Nissan Leaf ZE1 с такой неисправностью. Все, автомобиль едет, все отлично. Запускается. Включается драйв. А вот паркинг не включается. И чтобы машину поставить на паркинг, нужно выключить зажигание, и тогда он становится на паркинг. То есть привод парковочного тормоза у нас отрабатывает, а вот кнопка у нас работать не хочет. Это видео с довольно простым ремонтом, и таких работ у нас бывает достаточно много. Поэтому я хочу спросить у зрителей моего канала, есть ли смысл делать видео с такими ремонтами? Или все-таки лучше с более сложными работами? Дайте, пожалуйста, обратную связь, она очень важна для меня. И напишите свое мнение в комментариях. Заранее спасибо. Для начала сейчас разберу и посмотрю, сама кнопка срабатывает или нет. А дальше будет видно, что делать с ней дальше. Так, хочу сразу сказать, почему я сразу сюда полез. Потому что, когда подключал диагностику, это было предварительно, когда владелец приехал сюда с этой неисправностью, подключил диагностику, и обнаружилось, что при нажатии этой кнопки на диагностике она просто не видит ее. То есть нажимаешь, не нажимаешь, не видит. При этом, когда включаешь все передачи, заднюю, нейтраль или реверс, она это видит. То есть есть подозрение, что проблема в кнопке. Вот поэтому сразу лезу сюда. Добрался до кулисы. Вот уже сама кулиса наша. И что меня смутило, что здесь несколько винтов были, которые не были закручены. Особенно по этой стороне. С правой стороны было закручено, а с левой стороны не было закручено. То же самое и в передней части. В общем, добрался до кулисы. Сейчас буду добираться до разъема и смотреть, что у нас с этой кнопочкой. Разобрал я саму кулису и хочу прозвонить сейчас. Вот здесь у нас стоит концевик. Концевик, он с двумя положениями. Первое положение — кнопка отпущена, и второе положение — кнопка нажата. То есть этот концевик видит, когда кнопка в верхнем положении, когда кнопка в нижнем положении. И вот сейчас хочу прозвонить это все. Так, здесь у нас замкнута кнопка. Здесь у нас 1,8 мегаом. Здесь у нас тоже большое сопротивление. Так, теперь нажимаю кнопку. Так, вот она у нас замкнута. Нажимаю, и она размыкается. Замкнута. Когда отпущена, нажимаю, она размыкается. Так, здесь у нас кнопка работает. В таком положении у нас кнопка разомкнута. При нажатии эти размыкаются. То есть эти у нас замкнуты, эти разомкнуты. Когда нажимаю кнопку, все меняется. То есть сама кнопка у нас исправная. Так, сейчас тогда прозвоню провода. Что у нас с проводами? Серенький провод у нас целый. Желтый провод у нас целый. Синий провод. Синий провод у нас в обрыве. Так, значит, у нас проблема с синим проводом. Провода здесь мягкие идут. А вот у нас и синий провод.
При этом повреждений никаких нету. Но правда это все было на изгибе. Возможно, как раз на изгибе этот провод у нас и лопнул. Вот такая вот произошла неприятность у нас. Эти провода у нас целые, не тянутся. Вот так вот. Перебитый провод, и у нас машинка перестала работать. Так, ну сейчас я этот провод, наверное, здесь поменяю целиком. И все, чтобы не паять его посередине. Опять в этом месте будет изламываться, и она опять оборвется. Поэтому сейчас я его разберу, этот пин, и припаяю проводок. Заменил я провод и даже по цвету подобрал, чтобы он был тоже синий. Наверное, не такой ярко-синий, но тем не менее. Восстановил. Теперь у нас кнопочка работает. И теперь можно будет ее собирать на автомобиль и пробовать, как у нас она будет работать. Так, теперь собираем ее. Так, все. Кулис собрал. Теперь можно будет ее устанавливать на автомобиль. Конечно, конструкция такая себе. Не очень надежная. Но, тем не менее, на многих лифах работает. Никто даже и не подозревает, что могут быть такие неприятности. Так, ну что, буду ставить ее. Так, все, кулиса собрана. Центральная консоль тоже собрана. Все работает. Паркинг срабатывает. А ну ще раз включи і нажми паркінг. Все працює, усе гаразд. Можна машину випускати і віддавати клієнту. Вот опять в работе ручки с Tesla Model S. Это две разные Теслы. Одна рестайлинговая, вторая дорестайлинговая. Ручки, в принципе, очень похожи, но они очень сильно отличаются. Так, вот этот наш элемент. И что самое смешное, что я его пока снял, пока принес сюда. Сначала промерил, сопротивление было низкое.